Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Can I call you, darling? I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. Андорра – маленькое государство на стыке двух стран – Испании и Франции. Так, стоп, я же не орел и решка рассказывать все из Википедии. Да и тебе, наверное, интереснее увидеть что-то новенькое. Так о чем это я? Очередная история, даже истории, как мы съездили в Андорру. Такс, первый раз. Поехали мы на машинке летом в августе 2021 года на денек в Андорру. Так как я еще там не был, интересно было увидеть этот налоговый рай для ютуберов и шопинг Мекку для туристов с Барселоны. Страна с населением 80 тысяч человек, 5% налогом на все и красивыми Пиренейскими горами. Не, ну мне было интересно, что там, как там все устроено, вот это вот все. Короче, поездка по Google навигатору, который нас ввел какими-то полями. Вот это соседних 2 раза нас укрыли. Через 200 метров поверните направо. А потом уже, нормально выехав на дорогу, встретив много велосипедистов, и наша скорость передвижения, которая достигла аж целых 35 км в час. Ну ты понял, пока всем дорогу уступишь, пока всех пропустишь. И почему им в выходной день дома не сидится? Катаются вот по горам. Проезжая красивые каталонские деревушки под палящим солнцем в 40-градусную жару, нашу душу радовали те немногие моменты, когда мы заезжали в тень от горных массивов. Проезжали мы и озеро вдоль дороги. Ну а крайней точкой на пути в Андорру был город Ла-Сеу-де-Уржель. Последний испанский город на границе двух стран. Красивая река в городе. Ну и мы, прячущиеся в тени, так как в этот год было экстремально жарко, особенно в эти даты, и предупреждение о горящих лесах Каталонии. С Барселоны до Андорры 180 километров пути, ну это где-то 3 часа на автомобиле. Ну и сама Андорра – это пару десятков небольших городков в горах со столицей Андорра-ла-Вейя, страна, которую за час можно объехать всю на машине, ну либо часа 3 на велосипеде. А вот, кстати, их граница, точнее таможня. Проехав еще немного километров, оказываешься в столице. Я там провел пару часов, ибо пекло невыносимое заставило меня обратно бежать под кондиционер в машину. Так что мое первое знакомство со страной выдалось безумно быстрым, спонтанным и жарким. Попытка номер 2. Второй раз это уже был апрель 2022 года, когда в гости приехала одна знакомая, у которой была неделя на посещение Испании, ну и которой хотелось максимально увидеть все за эту неделю. Выбор пал снова съездить показать Андорру, ну и самому еще раз нормально посмотреть. Апрель месяц, не так уж уже и жарко, и можно было хоть что-то посмотреть. Все трассе, а тут пахнет 70 сейчас. Так вот, Андорра-ла-Вейя, шопинг-столица. Куча народу, который покупает брендовые вещи со скидками. Горнолыжные курорты, которые в теплое время года ориентируются на пешие горные прогулки. Хайкинг, вот это вот все, понял? Речка, которая идет через город, создает отдельный вайб этого места.
большой, не большой, прям таки огромный спа-комплекс, который выглядит футуристично и архитекторски такие интересно. Мне понравилось. Стекающие часы Дали, скульптура Сальвадора Дали. Скульптура, которая выполнена из бронзы в самом центре города. Там прям так и написано: символизирующее течение времени. Циферблат часов, плавящийся и медленно стекающий по стволу дерева. В общем, быстрый однодневный трип, но в этот раз я таки увидел уже немного больше. Может, думал я, ты будешь со мной всегда, но ты уходишь, и теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде легка. Я отпускаю тебя, зови меня целуй, я приду сквозь две ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы быть не короче. Шо опять? Третья поездка. Август 2022. Решили мы снова поехать в Андорру. В этот раз с компанией барселоновских друзей Инны, Игоря, показать им эту карликовую страну. Мы что уже знатоки, целых 2 раза там были. Помимо стандартной прогулки по центру города, покупки дешевого табака и алкоголя в магазинах, в этот раз мы еще отправились на Мирадор, на смотровую площадку, в солнечную хорошую погоду, поднявшись на высоту в 2 километра над уровнем моря, с прелестными видами на округи, нас застал туман, дождь и град. Прикинь, мы были в облаке. Окей, пару фотографий все-таки сделали. И поехали сушиться и греться в авто. Как так-то? Спустившись с горы, 33 градуса на улице, а на вершине 7 градусов тепла, ветер, дождь и град. Прикинь? Июль 2023. Спустя год. Айда опять в Андорру ехать снова. И опять в качестве тургида. В этот раз в гости приехала Анька, и мы поехали на день в Андорру снова. Застав хорошую погоду, в этот раз мы таки смогли заснять более лучшие кадры на той смотровой площадке. А какие виды-то открываются отсюда? Такс, немного про Мирадор. Дальше я, с твоего позволения, зачитаю тебе немного фактов с моей любимой Википедии. Мирадор дель Кер или Мирадор де Канильо на самом деле представляет собой пешеходную дорожку длиной 20 метров, 8 из которых сидят на твердой земле, остальные 12 уходят в панораму. Обращает на себя внимание и скульптура, расположенная в конце. Это фигура мыслителя, работа художника Мигеля Анхеля Гонсалеса. А внизу открываются виды на долины Монтауп и Валь-де-Орен, зеленые летом и белые зимой. Тут же недалеко находится длинный подвесной мост, который в этот раз нам застать не удалось. Видео для внуков. Поснимаю. Детей сначала сделать. Всем привет, с вами блогер. Ребята, мы в Андорре. Вот там вот красиво. Красиво очень. И снова в Андорру. Апрель 2023. Съездили мы на день, чтобы снять ролик на YouTube, который увидит свет только аж спустя год. Вот этот самый ролик. Знаешь, мне больше нравится сама дорога на пути к цели. Путь, который мы снимали на камеру, проезжая снова горы Каталонии, Пиренеи, на пути в Андорру, мимо испанских Пуэбло, фермерских угодьев, и на авто по самой Андорре. А назад мы возвращались в дождь. Это добавляло некой ауры арт-нуара. Но про это уже в другом ролике. Для этого есть у меня отдельная рубрика «Молчаливые поездки на авто». Как раз будет видео из Андорры. А пока все. Тёмики-бомики, увидимся еще. Па-па!